Привет! На прошлых уроках мы хорошо поработали над тем, чтобы ставить руку в базовое положение, в позицию, и раскрывать пальчики на то расстояние, которое подсказывает музыка. Причем двигались мы в каждой пьесе постепенно. Теперь мы освоим сразу две новые вещи. Будем двигаться по терциям, то есть через ноту, и будем двигаться из не базового положения руки, а из серединного положения. Вообще в интернете много уроков, где нумеруются позиции руки по-другому, не так, как я говорю. То есть называется нулевая или первая позиция такая, дальше первая, вторая, третья и так далее. Я вижу в этом смысл только если у студента такие же расстояния на терминвоксе, как и у преподавателя, который такую систему предлагает. Но это не каждый раз совпадает, поэтому нумеровать положение руки мы не будем, а пользуемся только терминологией позиция, то есть где стоит запястье, как рука, пальчики раскрываются, это внутри одной позиции. Смена позиции – это передвинуть всю руку целиком. И положение пальцев внутри позиции у нас, никак не называются, потому что мы не знаем, может быть, у одного человека такое будет положение при следующей ноте, у другого человека такое, и зачем называть это номерами, если мы не знаем, у кого как. Давайте начнем сразу же с того, что посмотрим мелодию сегодняшней пьесы. Она называется Your Morning. Мы сегодня уже отошли от космических эффектов. Они хороши, конечно, они хороши, и в терминвоксовой музыке их много. Это клише появилось в середине прошлого века, когда стало возникать много фильмов на космическую тематику, и, конечно, терминвокс со всеми своими глиссандо очень вписался в звуки космических кораблей, чужих планет и всего такого прочего. Но все-таки, я думаю, что наиболее сильная сторона терминвокса заключается в том, чтобы играть лирическую музыку. И сегодня у нас такая вот лирическая, тихая, мирная, спокойная пьеса, которую мы сейчас посмотрим. Настроечная нота, которую я ищу, не вот в таком положении, а вот в таком положении у меня рука, то есть в середине как бы открытия пальцев. Ход вверх через нотку, а обратно постепенно. И ход вниз через нотку, обратно постепенно. Эта фраза повторяется. И третья фраза объединяет.
И это весь материал этой пьесы. Он повторяется в пьесе еще раз. Вы это услышите, когда мы будем играть с целиковой минусовкой. Если пока не очень получается, можно попробовать потренироваться, используя упражнения, которые прилагаются к этому уроку. На портале Bandcamp, на странице Олеся Ростовская, в альбоме Theremin 101, так называется наш курс, все треки, которые прилагаются к сегодняшнему уроку, нумеруются L04. И сейчас L04-1 мы вместе посмотрим. Настроечная нота. Играем терции. Обратно на ступеньку. Вверх через звук. Обратно ступенька. Вверх через звук, терция. Обратно ступенька. Терция вверх. И смотрите, я меняю позицию. И то же самое. Поехали вниз. Вниз терция. Вверх постепенно. Вниз терция. Ну и до конца точно так же. Следующее упражнение называется «Трезвучие», и в нем мы играем подряд 2 терции, без постепенных ходов. Поехали. Настройка. Сейчас будет смена позиции. Вот она. Мы играли упражнение на такое же расстояние постепенно. А сейчас пропускаем нотку, играем трезвучие. Смена позиции. Если вы уже хорошо освоились с этим упражнением,
Попробуйте прерывать звук так, как подсказывает минусовка. Если еще сложно, то сплошняком. Ну и так далее. Что ж, теперь поиграем в настоящую пьесу. Если вы даже уже, пока мы играли упражнение, забыли этот материал, то вы его сразу вспомните. Она очень легко запоминается. Вступление. Повторяется фраза. И дальше повторяем тот же самый материал. Последние три нотки длиннее. И аккуратненько закрываем звук без всяких космических глиссандов. К этой пьесе, и, кстати говоря, к пьесе из предыдущего урока, есть ноты. Их можно получить, если вы купите на Bandcamp альбом Theremin 101. У вас будет буклет, в котором будут
в виде текста, пояснений к этим всем нашим урокам, будут к некоторым пьесам, не ко всем будут ноты. Если вы привыкли пользоваться нотами, может быть, вам с нотами будет легче, еще легче освоить эти пьесы. Но, как вы видите, совершенно не обязательно пользоваться нотами для того, чтобы запомнить эти простые мелодии. Что ж, про бэндкэмп сказала. Встречаемся через неделю на этом же канале Олес Рост на следующем уроке. Пока!